Привет, друзья! Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Привет! И именно сегодня мы хотим рассказать вам о наших переездах. Возможно, эта информация будет для кого-то полезна, ведь за 5 лет мы переезжали целых 3 раза в большие города. Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Почему мы постоянно переезжаем и где мы сейчас? Но также полезные лайфхаки для легких переездов. Поехали! Жмякай подписаться на канал, ставь лайк, ведь информация будет по-настоящему полезной. Переходик. Ну что ж, начнем с одной из интереснейших тем. В нашей паре очень часто задают вопрос, почему вы уехали из Сочи. Сочи замечательный, классный город-курорт, в котором действительно многие мечтают жить. Многие мечтают собрать чемоданы и просто уехать к морю. Мы сделали в свое время точно так же. Это был 2015 год, и там мы прожили ровно 3 года. Да. Прожили 3 года и поняли, что этот город не совсем нам подходит по ряду причин. Одна из таких причин – это климат. Мы оба родились в достаточно суровом климате. Наташа с севера, я с Урала. Привыкли к тому, что зимой должно быть холодно. С мая по сентябрь в Сочи очень жарко. Мы очень тяжело переносим этот климат, и нам не нравится 5 месяцев жить в невероятной жаре. К слову о климате. Очень важный нюанс, что в Сочи мы работали на офисной работе, то есть мы ходили на работу с понедельника по пятницу с 9 до 6, как офисные сотрудники. Да, у нас при этом была интересная работа, но когда мы шли на работу, мы постоянно встречали туристов, которые шли в купальниках на море, загорать, купаться, отдыхать, наслаждаться отдыхом, и все это немножечко угнетало, потому что мы шли в душный офис и работали. Второе. Потому что там не очень хорошо развита инфраструктура. Это замечательный город-курорт. Там потрясающие места для отдыха. Кучу баров, кафе, ресторанов. То, как развита там сфера услуг и сервис в целом, нас не устраивал. Так же, как не устраивает на самом деле многих людей и многих местных жителей, кто там оказывается в этой среде и живет уже продолжительное время. История-то такова, что мы жили в Олимпийском парке. Это то место, которое было построено к Олимпийским играм 2014 года. Приехали мы туда в 2015 году. Этот район только-только начинал развиваться, и уже в 2017 году мы поняли, что перспектива развития этого района достаточно большая, но опять же с туристической точки зрения, что таких объектов инфраструктуры, как школа, магазины, супермаркеты, что еще, больницы, это будет там развиваться, но будет это очень-очень-очень медленно, поскольку цель этого района другая. Нам сейчас хотелось развития, личностного роста, развития, пробовать себя в разных сферах жизни, бизнеса, фриланса, и поэтому мы решили переехать на родину Дани, на Урал, в Екатеринбург. Потому что, во-первых, там была уже квартира, куда можно было переехать. Во-вторых, этот город более индустриальный, менее туристический. И как нам тогда казалось на тот момент, что история для развития какого-то своего бизнеса, история развития бизнеса как раз в индустриальном городе станет для нас более интересной. У нас зародилась идея создать свою ивент-компанию, которая будет заниматься исключительно свадьбами. Мы нашли для себя такое направление, как концептуальные свадьбы, Свадебные вечеринки. Да, что-то абсолютно нестандартное для города. В 2018 году мы решили попробовать для себя какой-то бизнес, помимо нашей компании Event. Мы решили, что это будет пекарня. Почему мы выбрали пекарню? Почему мы в итоге купили франшизу на пекарню? Мы обязательно покажем это в видео, смотрите, вот здесь вот. Это очень интересно. Мы запустили пекарню, ставили ее на ноги, так сказать. И когда у нее пошла только чисто операционная деятельность, мы поняли, что что-то нам стало скучновато. И решили ее продать. Нам очень понравился этот опыт. Нигде не купишь, не узнаешь ни на каких курсах то, что ты проходишь, когда сам строишь или открываешь свой бизнес. Жили не тужили. Попробуем внедрять такие проекты, которые еще никто там не внедрял.
Это пошло классно. У нас появилось хорошее сарафанное радио, но нам не хватало ресурсов. Как будто в Екатеринбурге мы достигли потолка, и хотелось дальше себя раскрывать и искать какие-то свои творческие начала. Город, в котором собраны все творческие люди, это Санкт-Петербург. Да. Именно поэтому сюда мы решили перебраться. Этого города, скорее всего, мы ждем вместе новых интересных знакомств, потому что общение с людьми и отношения с людьми позволяют сделать любой город комфортным. Мы перебрались в город Санкт-Петербург. Цены на недвижку поднялись просто сказочно. Мы не хотим больше брать ипотеку и хотели купить за те деньги, которые у нас есть. Рассматривали различные районы. Это был Васильевский остров. Там смотрели ЖК «Я романтик». Это был конец 20-го, даже осень 20-го Да, года. случилось так, что там остались только апартаменты, которые нам не подходили по нашей цене. И, либо в строящемся здании. Смотрели северную часть города, смотрели центральную часть города. Центр нас сразу сказал, что, ребят, вы меньше 8 миллионов ничего не купите. Приличного. Мы посыпался. В каком районе мы в итоге купили квартиру, почему ее купили. И все подробно о деньгах, о выборе расскажем в видео. Вот здесь вот, пожалуйста, смотрите. Сложности и лайфхаки глобальных переездов. Что нужно делать, чтобы подготовиться к глобальному переезду? Выбрать город, куда вы переезжаете. Да нет, нет. Наш самый главный совет и лайфхак по переезду – это не бояться переезжать и пробовать что-то новое. На самом деле переезжать несложно, просто нужно грамотно подготовиться к переезду. Проанализируйте город, куда вы хотите переехать. Посмотрите те районы, в которых вы хотите жить, комфортно вам будет, некомфортно. Почитайте про них, спросите, если есть знакомые в этих городах, что им нравится, что им не нравится, почему они там живут и какие перспективы есть у города. Следующим пунктом мы бы, пожалуй, отметили сам переезд. Это когда нужно собирать вещи и решить вопрос о их пересылке между городами. Сейчас существует очень большое количество курьерских компаний, которые оказывают такую услугу. Эти компании приедут домой к вам, соберут ваши вещи, возьмут, перевезут как к другой квартире, которую вы купите. Если вы не хотите тащить все вещи, которые вы нажили в другом городе, все свое имущество, постарайтесь избавиться от максимального количества. Например, от мужа. Возвращайся. Трун. Первое. Соберите все, что вам уже не нравится, все, что надоело, касаемо вещей, обуви, техники бытовой. Раздайте друзьям, кому что нужно. Продайте на Авито. Отнесите на помойку. Раздайте малоимущим. И у вас останется очень оптимальное количество вещей, с которым уже можно переезжать. Смотрите, если вы, например, переезжаете на машине, тоже не стоит этого бояться. Все трассы оборудованы замечательными заправками, где есть вода, где есть туалет, где есть кофе, где есть кафе, можно остановиться, покушать. И даже если вы переезжаете вместе с детьми, то это не вызовет какого-то масштабного затруднения, потому что едете по дороге, смотрите мультики, разгадываете кроссворды, наслаждаетесь путешествием, совмещаете приятное с полезным. На ночевку можете остановиться в мотелях, которых точно так же очень много. Мы, кстати, очень любим ночевать прямо в самой машине. Мы раскидываем все сиденья, запасаемся спальниками, пледами, встаем на какую-то парковку, например, у заправки. В Макдональдсе, помнишь, мы под Ростовом ночевали? И спокойненько переносим ночевку в машине. Если едете на машине, переезжаете на машине, то супер незаменимая штука, которая вам обязательно понадобится в дороге, это газовая плитка переносная, с переносными газовыми баллончиками. Она поможет вам приготовить еду во время путешествия, она поможет вам вскипятить чай с утра, она поможет накормить детей. Вот такая штука, рекомендую. Ставьте лайки за нее, подписывайтесь на канал и будьте классными людьми.
Если вы боитесь менять работу, когда переезжаете в другой город, не бойтесь. Мы так делали уже вот 3 раза. Если вы переживаете по поводу того, что у вас не получится найти работу в новом городе, куда вы переедете, способ подготовиться как раз-таки, подготовить себе рабочее место, используя HeadHunter, и заранее просто пройти собеседование по скайпу и приехать уже на готовое рабочее место. К приезду точно так же вы можете приехать в город и постепенно начинать искать работу. Просто необходимо иметь определенную денежную подушку для того, чтобы сразу не просесть. Да, вот это, наверное, важная деталь, которую мы всегда продумывали заранее перед любым переездом в город глобальным, чтобы была хотя бы небольшая финансовая подушка, чтобы на то время, пока вы ищете жилье, пока вы ищете работу, пока вы обустраиваетесь, у вас был запас. Когда вы переезжаете в ваш любимый город, где вы хотите жить, где вы хотите развиваться, где вы хотите находиться каждую минуту своего времени, просто остановитесь на секунду, поймайте тот момент, что вы уже переехали, почувствуйте этот город и будьте в нем счастливы. Мы желаем вам удачи при переезде. Посмотрите на наш опыт, ничего не бойтесь, мы вас поддерживаем. Пишите в комментариях, кто куда планирует переезжать. Если есть какие-то вопросы, которые касаются переезда в большие массовые города, именно Санкт-Петербург, Екатеринбург и город Сочи, вы можете писать в комментариях, мы вам обо всем расскажем, все подскажем. До встречи в следующем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.